Давайте посмотрим старину Райза. Давайте дедушку Райза посмотрим, поставим ему лайк, подписочка, колокольчик, у меня все стоит. Дедушка Райз, здравствуйте, мой хороший, здравствуй. Сколько Лен, сколько Зин, давно не смотрели. Давайте мы порадуемся за ребят. Как вы знаете, совсем недавно не только Team Spirit у нас миллионы там долларов, понимаете, наши родненькие завоевали, но еще и Нави, ребята. На мой день рождения мне вот такой подарок сделали. Я, кстати, тоже поставил там нормально на своей странице ВК, написал, поблагодарил. Так что давайте посмотрим, не забывайте подписаться на Райза, поставить ему лайк, там не лайк, колокольчик, там все дела прожать. Ссылочка внизу в описании. Не забывайте также подписаться на телеграм-канал Heart Inside. Поехали. They are looking really good for it right now. Cloud9. As Cloud9 sets the push up. Oh! Oh, it's happened! They made it work! Cloud9! Skadoodles won the major! 3 kills for Device, and Edward can't do anything about it either. That is Mute firmly, very firmly taken by Astralis. And there is it. It's just out of Flamey. It's not going to happen. Astralis have won the Face at London Major. I think this era might last for a very long time. All right, London, let's hear it for Astralis. Ника Ковач против Симпла. Ника уже играл однажды в финале мейджора. Фейс-клан был в статусе суперфаворит. Третья карта 13-8. Превращается в 15-14. Тот самый отчаянный заход на бэкленд. Стьюи 2K. Cloud9 закрыли Ника 22-19. Выиграли и давным-давно уже играют в Valorant. Ника играет до сих пор, а тогда его поливала праздничная мишура. Но это был не его праздник. Алекс Костылев также играл в финале мейджора, так еще и не в одном. За Team Liquid в июле 2016-го, больше чем 5 лет назад. Фоллен и компания закрыли Симпла, после чего он и принял решение перейти в Natus Windsor и пообещает выиграть мажор для этой организации. Попытка сделать это будет спустя 2 года. Финал против Астралис. А результат точно такой же. Попасть на Астралис в их пиковой форме означало поражение для любой команды. Но в тот день это еще и означало конец карьеры для 2 игроков состава Нави. Прошло 3 года. Сегодня 7 ноября 2021. И 2 отличных друга в жизни обернутся злейшими врагами в игре. Моя днюха. Симпл как в воду глядел. Удача сегодня понадобится Ника, как никогда. Да, здесь жестко, конечно, блядь. Столько моментов было. Блин, охеренно сделано. Очень круто. Здравствуйте, дорогие друзья! Финал супермейджора и трагедии сегодня не избежать. Либо Симпла, либо Ника можно будет найти в одном из баров Стокгольма. За весь турнир G2 проиграли только одну карту Heroic. Natus Windsor на пути в финал. Не проиграли ни одной. Лучшие из лучших. Чтобы понять, насколько крутой форме подошли Нави к финалу, я покажу вам 3 цифры. Рейтинг Бумыча на этом турнире 1.26. А MVP прошлого мейджора Мистер Девайс получил его за точно такой же рейтинг 1.26. Все билеты на финал проданы, дорогие друзья. Свободных мест в Авичи-арене Стокгольме сегодня не найти. Бля, хочу отметить, во-первых, респект студии, которая это транслировала. Блять, это настолько яркие, живые эмоции были. На это просто, даже несмотря на то, что меня там не было, я сам там не присутствовал в Стокгольме, но смотреть, согласитесь, это было очень круто. Это было
Блять, просто что-то с чем-то, это было просто потрясающе, и все, мне больше нечего сказать. Пикибана, как скажет Ника, они решили пойти конем и удивить Нави, пикнув The Ancient, в расчете на то, что Нави бы думали, что будет играться Инферно, где у Г2 10 сыгранных карт. Нави же со своей стороны непобедимый нюк. 17 побед подряд, напоминаю, команда Нави имеет на нюке, и я вам обещал, что они не проиграют его до мейджора. Так и было. Сегодня я скажу больше. Возможно, они и на мейджоре не проиграют ни карты. Смотрим интервью, в котором Ника расскажет про... Бля, есть небольшой инсайт. Наверное, я не буду говорить, кому я написал. Я листал список друзей, я почистил там очень много людей в ВК, ну, с кем не общаюсь. И, может быть, я когда-то кликнул, я даже, честно, я не помню, когда я его добавил. Я смотрю, у меня в друзьях Илюха. И я листаю, я даже им пишу сообщение, типа, листаю список друзей, немного охерел, какие люди у меня во френдах. То есть вот я зачитываю сообщение, он, ха-ха, спасибо. Это было в 19:33, 7 ноября. Дальше в 20:43 я понимаю, что эти люди сейчас будут играть. Я просто, знаешь, типа на пох. Просто пишу следующее сообщение. Думаю, ну, поймет человек шутку или нет. Немножко, может быть, разрядить его перед выходом на сцену, да, чтобы не так волновался. Я ему пишу следующее сообщение. Как ты сам? Чем ты в целом занимаешься? От него приходит сообщение от Илюхи в 20:49. То есть через час этот человек уже сидел на сцене и играл. Он пишет: в финал мажора играю. Ну, там уже дальше поздравления идут и так далее. То есть, знаешь, блять, как же вам сказать, что, когда вы спрашиваете, что мне дает стриминг вообще, да, что дает, что это дает, там, да, допустим, там деньги, популярность, какую-то славу, еще что-то, нет, это дает не только это. Если иногда задуматься, знаете, с какими вот людьми общаешься, вы представьте просто, да, допустим, там тот же самый Дани Зевс, тот же самый Сеня, тот же самый, я не знаю, блядь, к сожалению, от Бумыча я не увидел, да, в реале, он к нам приезжал на турнир миксом, тогда еще в Зелик, а тот же самый вот Илюха, ну вы просто, вы вдумайтесь, что это, да, за люди. Я понимаю, что это обычные люди, Старикс, конечно же, Серега, капитан нашей, да, команды, это тоже же ведь человек-легенда, по-хорошему. Это человек, который в киберспорте, наверное, добился всего, чего только можно. А ты с ними просто вот общаешься, да, с кем-то там дистанционно по телефону, да, с кем-то ты видишься. Типа, знаешь, последний раз вот мы с Серегой со Стариксом виделись там в кальяшке в Москве, посидели. Кстати, надо съездить, почилить где-нибудь. Понимаешь, и у меня бывают такие мысли, не знаю почему, именно когда я еду куда-то домой, назад в автомобиле, да, пока, ну, мне до Подмосковья час-полтора добираться. И едешь, и вот иногда задумываешься, думаешь, блядь, ты представляешь, люди мечтают получить у них автограф, там, я не знаю, каким-то образом там сфоткаться с ними, еще что-то, а ты с ними вот сидишь, вот ты с ними сидишь и общаешься. Понимаете, и, наверное, вот это одно из тех вот плюсов вот стриминга, то, что есть такая возможность пообщаться. Блядь, ну как вот вам сказать, ну легенды, я не могу... Легендами, наверное, их назовут спустя там 10-20, да, лет. Наверное, вот так вот правильно, потому что не нам все-таки, да, судить. Блядь, у меня нет слов просто, правда, это очень сложно выразить, когда, ну, ты с ними общаешься, а по факту это обычные люди. По-хорошему, это обычные люди. С Саней Симплом, к сожалению, я ни разу не виделся, но, конечно, бы тоже руку пожал, это 100%. Даже выиграл бы он, проиграл бы мажор, здесь не в этом дело. Это человек, который своим трудом и усилием, они очень многого добились. Когда-то вот, допустим, с ребятами из Team Spirit, да, КС-составом мы сидели, также вот общались. Бля, это очень круто, то, что наши ребята, да, СНГ, они показывают такой уровень. Это очень круто, это очень мощно. Поэтому в очередной раз я просто от себя, от чистого сердца реально хочу поздравить вас, парни. Вы, как и написал я ВКонтакте, на сегодняшний день вы лучшие. На сегодняшний день, потому что главное держать эту планку, стараться как можно дольше продержаться на этом вот пьедестале и держать в руках этот кубок. Желаю вам дальнейшей удачи, организации, вам тоже, бля, вы крутые. Спасибо вам за эмоции, которые вы мне подарили на днюх. Это было, блядь, круто. Пик Эншента. А Симпл, что он чувствует перед своим третьим финалом мажора. И начинаем.
Feeling great. Hello, Stockholm! Well, we think our range is really strong, and that's the reason why we picked it. Есть один человек, а у меня была мечта. Блять, не могу об этом не сказать, извините, но не могу я об этом не сказать. У меня была мечта в свое время увидеть нескольких игроков зарубежных. Мечта эта, причем, знаете, она еще точно она была до стриминга, это 100%. И одним из этих людей был Кеннис. В представлении он не нуждается. Блять, и когда в Мальте я его увидел сам лично, у нас есть фотография с ним. Я честно, я просто охерел. Я забыл, что вообще я стример, там, большой, там, небольшой у меня канал, там, популярный и непопулярный в нашем регионе, но сам факт. Это, знаете, это такое детское, блядь, чувство какое-то странное, которое очень сложно передать. Очень сложно передать. Вот в этот момент ты забываешь, когда ты видишь своих кумиров и ребят, за которыми ты долгое время следил, смотрел, это очень сложно передать. Наверное, в эти моменты я понимаю, когда вы встречаете где-то там меня или других там стримеров, блогеров, музыкантов, певцов, я, наверное, вас начинаю понимать, хотя всегда говорил, что, типа, блядь, типа, почему вы так удивляетесь, почему вы так, знаете, почему вы так реагируете, что, знаешь, там взрослые даже люди, они стоят, у них телефоны в руках трясутся. И это повсеместно бывает, это всегда такое. Наверное, в такие моменты ты начинаешь понимать, насколько тебя любит и уважает вот эта вот аудитория. Бля, это нереально крутое чувство, которое дает сил дальше что-то делать. Я вам честное слово говорю, ребят, это очень сложно. Бля, есть еще один человек, с которым я мечтаю просто, блядь, просто сфоткаться, поздороваться. Это Маркелов, потому что, наверное, вот про этого человека я точно могу сказать, что это легенда для меня. Но, к сожалению, пока вот жизнь меня с ним не свела. Был Калыч, был Маркелов, это еще с КС 1.6. Если даже не с 1.5, блядь, мне кажется, даже, наверное, с 1.5. Ну, 1.6 точно, они блистали и были звездами того времени. И это уже взрослый сейчас мужик. Уже я не знаю, сколько ему лет. Он точно старше меня, причем прилично старше. Очень хотел бы его увидеть и просто руку ему пожать и поблагодарить за его творчество. Это было бы круто. Когда-нибудь, я надеюсь, моя мечта все-таки она сбудется. Ладно, продолжаем. I think, if I'm correct, we lost last 2 or 3 times Mirage when he picked against Navi, so we want to change a bit our map pool. And I don't think they were expecting us to pick Ancient, so... Хитрит сегодня Ник. Есть все-таки чем выигрывать команду Г2. Вот что он. по Нави? Секретов побед у Нави много, но я нашел один из главных. Присмотритесь, не видите? Ничего особенного на этих видеокадрах. Это же Logitech G Pro X Superlight. Самая легкая и быстрая мышь из всех Даже не моделей буду серии скипать. Pro. Так вот как Simple настрелял. Скипать рекламу Райза, это, блядь, это грех на душу брать. Вчера 19-2. Данную модель Санек выбрал не случайно. Отличная форма, проверенная временем. Она супер удобная. А благодаря своей конструкции весит меньше 63 граммов. Оснащена датчиком Hero 25K от Logitech, который позволяет точно фиксировать флики и обеспечивает минимальное трение при скольжении. Без шуток, одни из самых вот крутых мышек, это вот вайперовская мышка, на которой я сейчас, и прошка. Это лучшие мышки вообще, на которые я играл. В свое время еще была Microsoft 3.0, но это, наверное, конечно, даже лучше в силу уже времени и того, что сейчас технологии. Движение по поверхности. А благодаря непревзойденной точности и удобству управления, модель Pro X Superlight станет для тебя незаменимым помощником, особенно в тех ситуациях, где счет идет на доли секунды. Needs a multi-kill, first found, Twist aggressing, they have to double peek, he's getting his shot, he's hitting another one! Simple, no! Simple, that's unbelievable! Так, а что это за наушники у них у всех? Ты спрашиваешь? Это же Logitech G Pro X, прямо как у меня. В основе конструкции гарнитура элементы из стали и... Блять! Блять! Просто гений маркетинга, блять, и рекламы. А что это за банка? Ебать, колотить, да это Red Bull со вкусом арбуза, со вкусом этого кокоса и пожилых ягод, нихуя себе, а что это за микрофон, блять, это Neumann TLM-103, блять, который передает этот качественный звук. Ох, нихуя себе, а что это такое? Это номера, блять, при чем здесь номера? Хуй с ним, пусть стоят, ну а что это? Ох, нихуя.
Блять, Райс, сука. алюминия, что обеспечивает надежность и комфорт ношения этого устройства. Наполнитель с Бля. эффектом памяти и высококачественные материалы покрытия Ой, душу бля. и голове обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Диффузоры ProG с диаметром 50 мм, использованные в гарнитуре, обеспечивают невероятно четкую и точную акустическую визуализацию. Ты всегда будешь точно знать, на каком расстоянии соперник, и получишь преимущество. И отлично все это дополняет. Да давай уже, Райс, ну ёпта! Блядь, это все... Ты все, что решил? Весь, блядь... Весь список, говорит, блядь, ща, говорит, открою. Как пошел по сайту ебенить. Что выбирают чемпионы? Ну что ж, дорогие друзья, классика. Куда без этого? Мы так выигрывали Кёльн, выиграли в Катовицу. И сегодня... Все вместе, все давай. Блядь. Ждет и ждать, поехали. 0-0 хваленый Эншент, поехали, пик G2. И здесь даже нет речи пока о фраге. Потому что команда Натус Винсер встречает G2 5 безответными, вашу мать, хедшотами. И Саня Сипа говорит: пятак, все спокойно, все хорошо, парни, отлично. 3-1, агрессивно начинают на виду. Эншент пикает перфекта под флешку, минус Ника, минус еще и от бита. Уходит бит влево, падает, но Симпл говорит: Хантера 4-2, все хорошо. Но это 4-2 оборачивается для Нави, 2-2, Элик врывается. Смоки прямо упадает, Симпл упал, Элик, бумыч, перфект, остаются 2 на 2. Г2 хотят их пикнуть, перфект отворачивается. Но Кстати, я не попал вот на эту карту. Я ее прям самую-самую концовку смотрел. Самую концовку. флешка его догоняет, как обидно становится. Бомыч остается 1-2. Некс зачем-то идет куда не знает, жопой прям в бомче минус Некса. Бомыч 1 на 1 против Амане, и тот таки берет клатч. Ладно, парни. Но такого 4-2 проигрывать в финале мейджора не стоит. Отдавать команде G2. 2 бая подряд проиграны от Нави, и они уходят на эко с одним АВП. Но внимание! Как не тимплейна решают сыграть G2 этот раунд. В финалах нельзя расслабляться, парни. А если это финал против Нави, втройне нельзя расслабляться. Разменивают каждый девайс на пистолет команды Нави. А там и Sunny Simple ведь не подошел. От него один фраг. Стягивается в другую сторону. И G2 просто нечего кинуть его, чтобы пройти АВП. У них вот чем опасны расслабленные выходы. Не осталось гранат. Минус от Симпла, он разменивает. Но бит без армора с P250 пугает его до смерти и забирает. И сразу бежит за АВП. Внимание, парни, вот насколько, вот что отличает сильного игрока от суперсильного. Ему не успели там подсказать. Клянусь, он сам туда сразу же пошел. Мой мальчик, сука, бит. Ему даже подсказывать ничего не надо. Кого руки дрожат? Да я знаю у кого. У того, кто против него, сука, играет. Но G2 решают взвинтить темп до предела. Хантер рашит мидл, но Нагес вставит голову Элику. А Ника на этот раз оказался быстрее той флешки, что его ослепило. Раунд назад, перфектное размене. Бит находит Хантера 3 в 3. Секундочку, Нави. Классно делают. Один смог Амане, вторым закрывает Нексу. Бит дает фейк. Пугает этим всю команду G2. Ника спамит смог, потом выходит и полсекунды. Сука, 0,415 не хватит биту забрать. Ну, парни, в финале еще не такие, на самом деле, секунды решают. Надо сказать, что это еще, скажем так, вполне себе опасненько. Идем дальше. Нави, поверив в свои форсы, решают сделать уже не эко, а форс. Но Ника ломает им весь сетап, делая 2 фрага с Галила в миду. Нервничают Нави, парни. Бумыч нервничает. Тоже надо понимать, что они люди, в конце концов. Они играют как машины, но они люди. И вот тут уже Нави уходят на полноценное эко. И G2 выходят на Эншент. Вперед. Благодаря куче экономических раундов G2 вышли на 5-7. У Нави снова плохой бай, но самое главное, что вот у этого парня есть, прости господи, АВП. И он делает вещи. Sunny Simple делает вещи, вашу мать. Кто сейчас на АВП вообще способен хоть как-то приблизиться к Симплу? Зайву, обосранный в четвертьфинале, валяется. Прости меня, господи, уж улетел 100 лет назад. Спокойно, Sunny Simple, все под контролем. Покер в финале мейджора, вашу мать. Санечек, пирожочек в порядке. Как говорит Баба Народа, 9-10. Опасная игра, понимаешь? Очень близко идут команды. Но внимание, раунд за 2. Ни у теров, ни у контров денег нет. И Г2 решают самолично зарашить на Б под флешки. Натыкаются на Дениса Рипча, минус 2. Хантер не понимает, что там происходит, что за монстр там. Тоже решит постреляться с Денисом. Туда же, ёпта, 10. И Г2, внимание, делают форс. И дуэт Simple и Бит будет решать, кто выйдет на 12-й. Они или Хантер и Амане. И Бит берет 1 в 1. Simple тоже вешает вертуху, Хантер его забирает. А Бит-то не читаем. Вот тебе и класс, друзья. Шикарно. Нави выходит вперед. Г2 играют эко, и теперь у них есть 2 раунда преимущества. Но
Я вам еще не показал, что там на этом эко будет. Валерий Иваковский. Вообще понимаете, ни один человек на первом мейджоре в мире так не играл. И вообще не играл. 70, сука, процентов хедшотов. Симпл кричит, я, говорит, тоже знал, а мы с вами-то это, парни, знали. Мы знали это с самого первого, сука, дня. 2-2, на этот раз уже бит и перфекта против Манека. И в этот раз Джекса. Находят перфекта. Но Валерий Иваковский, сука, зажигает на этом мейджоре. 2 хедшота. Очередной, сука, клатчит бита. Я в шоке. Я не понимаю, как он это делает. Ржется уже плакат G2. Собственные фанаты не верят в эту команду. 14-10. И вот тут я вам предлагаю посмотреть изюминку. Simple Pick. From the Na'Vi Nation, what? Против такого не пойдешь. Натус Винсер выкручиваются в любых ситуациях на этом турнире. Они опасны хоть 1 в 5. И мы это с вами знаем. А теперь это знает и команда G2. 32-й фраг от Алекса Симпла. И это 16-11. Натус Винсер не Здесь проигрывают 32 ни фрага, карты блядь. на этом мейджоре. И остаются всего в одной. От победы на историческом 2-миллионном супермажоре. Радуются парни наши, спокойны, пока очень спокойно, это нравится. Не допускают ошибок фейзов. Помните, когда Рейн улыбался и подшучивал со зрителями и с удачей? Никаких шуток с удачей. Зрители ликуют, а на Авичи арене вовсю сверху красуется Нави флаг. 17 нюков в байт-ряд. Тренер говорит, подходит к этому своему. 17, говорит, сука, нюков, ты хоть улица, дайте тебе на нюке. 0-0. Вторая карта, поехали. Тут, вообще-то говоря, началась жесть. Я уже все смотрел. А 11-5. Казалось бы, все, пистолетка проиграна. Бай на все деньги от команды Нави. Проиграешь раунд, скорее всего, проиграешь карту. Ситуация 3 в 5. Хоть G2 ведут 11-5. Смотри, как они нервничают. Классный мув от Ника. Он просто прыгает по НМД Релексу, у которого маг, но они ссутся туда идти. Кирилл Михайлович удваивает одним раундом все свои фраги за эти 15 предыдущих. Умеет ваш сайт Simple так? Вот кто настоящий MVP. Турнир 2 в 3, внимание. Битый перфект на нижнем пленте. Хантер видит перфект, жмет в него. Опа, перфект через ХП уходит. И натыкается Хантер в упор на его дигл. А Джекс-то второй дигл. Некста последний. 20 секунд несется. Ты не рассказывай. Бит. Валерий Ивановский с легкостью его забирают Натус Винсер. Выигрывает себе 6-й. А Саня Симпл намекает команде G2, что на рампу-то лучше вообще не соваться. Нужно охладить свой пыл. У Нави на самом деле счет не сам. Бля, вот эта Грена была, это просто пиздец, она дамага нанесла, просто. Мало того, что она нанесла дамаг, она еще их и выкурила, блядь, потому что они все, видишь, начали Нужно охладить суетиться. свой пыл. У Всё, Нави вот они побежали. На самом деле счет не самый приятный. Здесь еще нужно Просто взять вообще. много раундов! Симпл! Это эйс в финале! Это эйс в финале! Да, эко-кобра, скажете вы, но он заслуживает этот эйс. Его игра на этом турнире восхитительна. И Simple заряжен побеждать. Как и заряжены братья Ковачи. А оставшиеся по ситуации 3 в 3 вдвоем против перфект Элика. Ника перезаряжается, пушит вниз. Кстати, очень зря минус от Элика. Но его брат в игре. Минус Электроник и Неманья Ковач. Выигрывает 12-й для G2. И вот уже у Нави последние деньги. Верхний плент проваливается, а Джекс вешает шикарный хедшот. Алексу Симплу бить последний, денег нет, и даже Спасибо, его Макс. Спасибо. приговаривают. А сейчас вспомните, как Ника вел у Клаудов 13-8. Сейчас он выигрывает даже 14-7. Начинаем смотреть. Первый раунд очень просто. 3-2 на меня ошиблись, выбивание в большинстве. Бля, вот здесь просто начались исполнения. Я не понимаю, что здесь, блядь, случилось с G2. Просто я не понимаю.
ты знаешь, такое ощущение просто вот здесь, наверное, даже на 13-м, знаешь, такое было ощущение, что вот, блядь, вот как вот другая команда начала играть. Просто вообще, знаешь, вот как подменили. И подменили именно не G2, а подменили Нави, потому что они так начали ебенить. Это просто смотрите, Мне короче. здесь очень просто неинтересно. Кто не смотрел. На 14-8 все начнет Денис Шарипов, и G2 ровно словно отключит голову. Уж план на раунд у них получается, что выйти и попробовать просто перестреляться. С Натус Винсов перестреляться. Хе-хе, не рассказывай. Вы так нами не выигрываете, простите меня. На халяву дают G2 раунд, и парни, они уходят на эко. И берется пауза перед 14-10. G2 придумывают что-то и решают жестко принять улицу. Ведь именно Электроник их там останавливал. Минус от Ника, который дальше пролезает на девятку. Перфекто идет в агрессию, его останавливают. Некса ловит Симпл, G2 просто перестреляли здесь Нави. И остались в одном раунде от карты D. Мираж 15-10. И они хотели... Мне кажется, в этом моменте нужно отдать должное даже не игрокам Нави. Не спешите меня какахами закидывать, я думаю, многие меня поддержат. Здесь нужно отдать должное именно тренеру и всему составу. Там по-любому и психологи есть, и все остальное у Нави. Здесь была игра принципиально, я считаю, переиграна Нави именно за счет подготовки их не стрельбы и знания там карты, тактика, всего остального, а они их переиграли именно, вот как сказать, они просто, блядь, были сильнее и все. Они были морально более сдержаны, они были более подготовлены просто и все. Просто потому, что это работает весь состав, то есть включая игроков, включая абсолютно всех, включая тренера и всех ребят, которые подготавливали этот состав к этой игре. Это 100%. 100%. Здесь сложно, наверное, будет со мной поспорить. Очень быстро это закончить, сыграть быстро на верхний план. Но с маками врываются, Нави-то белые, но есть размены. Бомж перфекто, Бит пришел уже на помощь, забирает там до этого за ящиком парня. Никола Кова, ёб твою мать. Ой-ой-ой, там от Сани Симпла ноускоп. Если б не этот ноускоп, Да, бог кстати. бы его знает, что было. 15-11, Санечек-пирожочек здесь, я помню. 15-11. Но кажется, мне лично, что у Г2 просто-напросто заканчиваются тактики. Ни одного раунда вниз, ни одного раунда сплита, ничего не интересно, они просто долбят и долбят. Они просто начали, вот в этот момент, вот как я и говорил, они начали, блядь, знаешь, такое ощущение, вот такая неуверенность в команде G2 появилась, вот какая только возможно. Знаешь, появилась у них неуверенность именно в своих действиях, хотя всего одна победа в одном раунде, и они бы ушли на третью карту, потому что счет 15-11. Но это финал, и вот знаешь, вот они как будто вот, блядь, зажались и начали, вот знаешь, вот как вот просто вот бежать, вот линейно работать. Нельзя так им было играть именно в финале. Нельзя так было играть G. И за это они поплатились своим поражением на этой карте, причем разгромным, я считаю, поражением, потому что Нави камбэкнули очень жестко, блядь. Долбит свой оппонент, уничтожены, ё-моё, 15-12. 3 раунда осталось у Натус Винсера. И сейчас, возможно, вы будете смотреть на самый трагичный раунд этого Бля, матча. да. У них даже не бай, они просто пистолеты, и Нави вроде отлично справляются с выходом, но откуда ни возьмись, Неманикова сделает 2 стека, а дальше Некса, стреляя в Симпла, попадает, смотри, в Электроника добивает его, Симпл и Бит. Какая Симпл просто пушит смог, просто минус Некса. пиздец. 2 в 2. Но Николу Ковача с девятки ждать никто не будет. Его ждет выстрел жизни. Просто смотрите. To perfection. And Simple sitting down. Вот вы представьте, насколько это титулованные игроки. Блять, я когда этот момент смотрел, ты знаешь, я, во-первых, лежа на кровати это смотрел, я вот лежу так вот телефон, у меня, бля, руки затряслись, потому что я понимаю, насколько этот человек, он охерел. То есть, понимаешь, вопрос в том, что не залетело, не пошло, это нихуя не ММ. И это не фейсит 3-4 левел, блядь. Это чемпионат мира. Вы в финале. Как, блядь, как это вообще возможно? Как, сука, как? Ну и за это, соответственно, поплатился. Absolute disaster. That was it! That was the game! Chad, that was it. Бля, в этот момент, на самом деле, мне его даже жалко стало. Там все фанаты G2, мне кажется, просто Вот охерели. как это было на самом деле. Perfection. О май гад, это, парни,
мы будем разбирать по пикселям еще потом. Это все потом. Навелся ли он точно в голову, это все потом. Факт в том, что Ника был в одном клике от карты до Мираж. А сейчас счет 15-13. G2 фейкуют с маками улицу, но Алекс все это видит. Читая, говорит, нет, парни, улицы не будет, это чистый аплент. И G2 в миллионный раз выходит в суицид на верхний плент. У них ничего не получится, они падают, 3 фрага без ответа. Нексу добивают, Хантера добивают, 15-14. Напомню, счет был 14-7. Simple и Бит не хотят играть Мираж. Они не хотят отдавать 17 матчей из них. Сумасшедшая стрельба. Причем я напомню, что, бля, я могу ошибаться. Я не аналитик, как Райс. Я не какой-то супер невъебический там игрок. Я обычный там ММ-помойка, да. Но даже я, блядь, знаю, как Ника умеет, блядь, стрелять с дигла. Что в этот момент с ним случилось? Кроме как слова нервы, вот просто нервы, обычные человеческие нервы, у меня, ну, больше мне не на что списать. Вот просто не на что списать. Это просто вот человек, блядь, вот он просто переволновался. Это по-другому невозможно объяснить. Просто невозможно. Ника, базара нет, последний, супер жесткий Ника. Сумасшедший, вантап по элику. Но Simple его читает. Simple знает все на этом. Мы от него нигде не спрячешь. Его не переиграешь. Я не знаю, что с ним делать. У Ника что-то с наушником. Он зовет тренера, зовет кого там угодно. Но это все не важно. Важно то, что это камбэк. Фанаты G2 просто молятся. Они хотят, чтобы божьим чудом выиграла команда. Парни, как же будет сложно в овертайме. 18-16 Нави вели, но увидели плакат. Чтобы обиднее было, такие, погодите, разве это обидно в первых овертаймах 17-18? Никола Гович вытаскивает допы для своей команды номер 2. Оставшись-то один на бэплунте, спрятавшись за колонной, да. Видит его второй финал мейджора на 2 овертайма, правильно, все логично. 18-18, Напс Винсер. Сука, я не могу, меня прям, извините, что, блять, прерываю видео, но я, сука, обязан этот момент посмотреть. Вы понимаете? Ну, я просто обязан его глянуть. Как он не попал? Блять, просто как он не попал? Я просто это вот искренне понять не могу. Как это произошло? Как это, блять, могло случиться? Блять, я все равно, я не понимаю, как, сука, как здесь, как он не попал? Вот просто покадрово, вот смотрю просто покадрово этот момент. А вот Ника наводится на голову Симплу. Нихуя, ребята. И здесь это очень четко видно. И здесь это четко... Вот здесь он навелся, он еще не выстрелил. Дальше он уводит прицел. И вот он момент выстрела. Да, и вот он, блядь, момент выстрела. Раз. Покадрово разбираю. Второй раз наводится. Четко наводится. Но здесь вот ни голова, ни хуя. Здесь могло регнуть и в плечо, и в шею, куда угодно. Не знаю, братцы. Здесь, я думаю, уже разберут эксперты. Я не такой, блядь, эксперт в этой игре. Но я думаю, здесь уже посмотрят ребята, которые шарят за эту тему. Давайте отсюда. 18-16 Нави вели, но увидели плакат. Чтобы обиднее было, такие, погодите, разве это обидно в первых овертаймах 17-18? Никола Гович вытаскивает здесь допы очень круто для своей отыграл, да. команды номер 2. Очень круто отыграл. Один на бэплунте, спрятавшись за колонной, да. Видит его второй финал мейджора на 2 овертайма, правильно, все логично. 18-18, Напс Винсер. Проиграют клатч в большинстве, потому что бомба лежала в мэне, как назло. Они, сука, так не... Сука, Райс, заебал. Я повтор смотрю, блядь. Я уже полдудки этой скурил. Да что ж такое, а? Блядь, ладошки все спотели. Да, блядь, демон, прекрати. Прекрати, ладно. Да Плейнер не вышли, что жопа уже сгорела у меня. Ну как так можно было по одному? А Монех делает, зараза, клатч. Это все мы будем разбирать потом, парни. Ну выйти вместе, в конце концов. Ладно, все. 12-12. Вторые. И последний спойлер. Допы на этой карте Нави несутся на верхний план коронной тактикой, которая принесла им, сука, 17 нюков подряд. Сыпятся. Просто сыпятся уже от гномов. Здесь реально посыпались. Откуда они сыпятся? Живые или нет, в конце концов? Как же хочет Алекс Символ закончить все это дело. Парни, у Ника сгорает жопа, он начинает уже предъявлять своей команды. Ника, они от этого лучше играть не станут. Ты набил 30-ку, красавчик. Сразу тренер, да, подошел и там его успокаивать, потому что там уже реально нервы, блядь, пошли. Но Sunny Simple набил 38. G2 грешным делом решили разнообразить тактику, ворвавшись на рампу, но это читаемо. Вас здесь ждут, парни. Вас просто ждут здесь. Натус Винсер имеют 2 мап. Матч
Финал и мейджор поинта. Первым падает электроника от Ника. Но скажите мне, как там Simple увидит Джексон 4-4? G2 в отчаянии. Вот этот вот момент, очень было интересно. Электроника. Вот здесь вот момент, ну это КС, блядь, во всей красе, я считаю. Вот смотрите, здесь лежит смог. Обратите внимание, как он убьет. Это по таймингам все плюс-минус читается. И засчитано, что он его убивает не в смог. Видите? То есть он не в смог его убивает. Вот этот вот момент, блядь, был очень интересен. То есть это вопросы больше к самой игре, к самой КС. Как я хуй его знает. То есть, может быть, на демке, опять же, это может быть баг демки, может быть еще что-то, может быть, он его видел. Потому что, ну, я думаю, что это все-таки баг демки, потому что убил даже не в смог. То есть, ну, реально, ребят, есть баги демки, так что здесь сложно смотреть, надо именно... Короче, когда я смотрел игру, было такое ощущение, что... Вот смог только заканчивается. То есть он, блядь, рассеивается, и, возможно, Саня, ну вот увидел, как сказать, оппонента своего. Да, здесь видно. В отчаянии, что аплот не работает, рампа не работает, куда идти? Пытаются пойти в последнее место. Минусом Некса падает, Ника последний. У него нет тут времени, все! Натус Винсер, чемпион и супермажор! Na'Vi have taken the major! Красава, блядь. Я так скажу, никакой здесь случайности нет, это 100% заслуженно. Because you're 100%. champions of the PTO Major Stockholm 2021! Na'Vi! Красава. О, мой бог, дожил, слава богу, дожил 16-го года снимаю. 6-й год пошел, пацаны. Ника и Simple обнимаются, боже мой, сколько лет, сколько составов. Эдвард, Зевс, Сис, Гвардиан, Флейми, ну, сколько поколений изменилось. И наконец-то, ну, кроме Сани Simple возьмет кубок. Ну, кто с третьей попытки? Натус Винсер. Мейджор, сука, чемпион. Сколько мейджоров сыграно, сколько слез пролито, сколько всего выпито, сука, в доме у Ноули. Какая тяжелая игра и какая вот это вот ценная победа. Выиграть Гранд Слэм было круто. О, мой бог, дожил, слава богу, дожил 16-го года снимаю. 6-й год пошел, пацаны. Ника и Simple обнимаются, боже мой, сколько лет, сколько составов. Эдвард, Зевс, Сис, Гвардиан, Флейми, ну, сколько поколений изменилось. И наконец-то, ну, кроме Сани Simple возьмет кубок. Ну, кто с третьей попытки? Натус Винсер. Мейджор, сука, чемпион. Сколько мейджоров сыграно, сколько слез пролито, сколько всего выпито, сука, в доме у Ноули. Какая тяжелая игра и какая вот это вот ценная победа. Выиграть Гранд Слэм было круто. Но выиграть супер мейджор, главный мейджор в истории Counter-Strike, не проиграв ни одной карты, такого не удавалось даже Астралис. Сане Simple, ему даже сказать здесь было что-то сложно. It feels like I told myself that I will stay in Na'Vi and win major with them. I promised myself, and we did it. And a lot of people didn't believe and make some jokes, but we fucking did it. And major is ours. Major is Na'Vi. Just everything what we said each other, we just said we just need to believe in ourselves and we're gonna win. And we did this comeback. And on 15-15 I told my team that comeback didn't finish yet. And we just keep fighting. I'm so proud of my team, man. Look at them. Fucking champions! This is champions! А тебе, Санек, я напомню, свой пост в 2019 году, когда обиднейший был момент против X7 против Энс на мейджоре. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, это вам всем, парни, мотивация, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Овечкину потребовалось 11 сезонов, 1124 матча, 668 шайб и 7 раз стать самым результативным игроком сезона. А также дожить до 32 лет. Все, Санек, было впереди, парни. Never give up, сука. Бейте в точку, если вы хотите что-то выиграть. Ну уж чего я точно не ожидал от этого мейджора. Хотя уже казалось бы.
так это от Бумыча вот этого. I know Я просто охуел. Чё Бумыч зарядил? Я, блять, я говорю, я, сука, встал. Я говорю, нихуя ты. Просто чекайте, кто не смотрел. my girlfriend right now in Moscow. She's watching this, and I want to ask one question. Will you marry me, Lika? Oh my! Well, that is a stage to do it on. Она согласилась, кому интересно, парни. Вот ведь зараза, а? Время меняется, и вкусы вместе с ним. Will you marry me, Lika? Олаф Мейстер, I love you! На часах электроника. Время бухать, говорит, денег жалеть, парни. На тут Винсер, просто посмотрите сетку. Они обыграли всех самых сильных на этом турнире. Они выиграли всех, кто прошел в плей-офф. Считайте, кроме Фурии. Хероев, ВП, Гамбит, G2, Винип, Виталити, всех. Понимаешь, это самый был в теории сложный мажор для них. Для меня было честью, дорогие друзья, делать контент для вас. Читать комментарии после каждого и стараться высрать как можно быстрее каждую неделю. Бессонные ночи не прошли зря. Спасибо всем, кто ставит лайки. Соберем, сойдем с ума, 250 тысяч соберем, 250 фрагов сади симпла, 250 тысяч лайков на ролике. Не верю, такого быть не может. Это история. Блять, ну-ка, пацаны, накиньте-ка дедушке Райзу лосей, я, блять, прям в прямом эфире за его работу. Ну-ка, поднакиньте-ка туды добра. Херня. Когда я сидит сейчас, парни? Но на этом ничего не заканчивается, дорогие друзья. Спасибо огромнейшее за просмотр. Скоро с вами еще увидимся. Пока-пока. Heavy metal, блять. Сильно, блять. Магиот умеет, практикует.